Ну что, какой план, спросите вы? А план такой, что все планы поменялись. Потерял я, свои документы. Пришлось все восстанавливать, до сих пор их нет. Вот, а у меня запланирована поездка. Все билеты я поменял, все сдал. Скоро я окажусь в Стамбуле. А дальше узнаете. Ну что, я в Стамбуле. Там мне куча вещей сейчас. Пытаюсь дойти до комнаты. На Airbnb сняли. Первое впечатление, конечно, город и город. Причем вполне себе европейский. Да, в общем-то, никакой разницы между такими большими мегаполисами. Кожа, архитектура. Но это пока только чисто европейский район. Естественно, надо еще посмотреть старый город там и так далее. Много даже какая-то площадь появляется. Сейчас даже покажу. Здесь какая-то мечеть. Вау. Ну и видно, что здесь какой-то базар происходит. Сейчас, конечно, останавливаться не буду, потому что куча вещей. В общем, сейчас дойдем, полчасика отдохнем, еще надо Эльдара дождаться. Он прилетел вообще в другой аэропорт. Ну, в общем, все как всегда. Сейчас мы соберемся и пойдем гулять. В очередной раз что-то прям супер повезло. Ну, как всегда. Попалась офигенная квартира, в которой мы остановились. Чел, в общем, преподает в школе, в хай-скул. Вот это вообще итальянская церковь. Просто с нашего балкона. Все нормально. Так и живем. Очень странное здесь расположение, конечно, душа. Вот. Но чел сказал, что исторически так сложилось. И он не стал ничего менять. Турки любят коллекционировать всякую древность вообще. Ничего плохого в этом не имею, кстати. Короче, тут, значит, опять какой-то индийский ресторанчик, но то, что принесли, я просто в шоке. Принесли, во-первых, Эльдара. Вот. Вот, и значит, короче, тут какая-то овощичная движуха, тут еще какой-то жижа. И вот это вот все. И что-то все за 100 лир. Ну, короче, камон. Еще и местечко какое-то 4,9 просто вообще. Другое дело, что мы в каком-то бешеном районе, где бронемашины стоят. Ну и другой вопрос. Потом разберем. Если доживем. Интересно, вообще слышно шум? Вот, кстати, вообще тест, будет ли слышно голос. Херово будет слышно. А вот это мы и проверим. Если что, едем куда? В Константинополь едем. Нет, мы не едем в Константинополь. Вот как раз в Константинополь мы не едем. В смысле не едем? Мы едем туда, где Голландская башня. Так, а почему мы не едем в Константинополь? Ну, на это будет другой туристический день. Не сегодня едем в Константинополь. Голландская башня. Голландская башня. Мы такие едем в Константинополь. Я уточню. Все быстро меняется. Если что, за поездку мы заплатили всего 8 лир. Это типа 35 рублей. Это просто транспорт. Люди гоняют здесь так каждый день. Утром и вечером. И не факт, что уже в кайф будет. Но нам-то в кайф. Что, кажется, поплыли дальше. Стамбул,
Константинополе. Справа отдел здания. Мусур, час, Сейчас шоссе. Асыр, час шоссе. Египетский рынок. О, а так надо зайти, что ли? Угадай, кто здесь торговался, это здание, видишь, это средневековое, 1664 года. Офигеть. Ну, то есть оно реально вот тогда было построено, потом туда это самое достраивалось. Это первый крытый рынок. Офигеть, круто. А что там продают? Все продают? Всякую туристическую хрень. Черт возьми, я уже не хочу туда идти. Ну посмотреть стоит, да? Да. Ну идем смотрим. Короче, куча специй. Не уверен, что их здесь стоит покупать. Это другой вопрос. Недорого, но ты можешь поторговаться как бы для своего удовольствия. Ненавижу торговаться, честно говоря. Но приходится постоянно делать. Тут стоял, как говоря, мулла, который читал азан, всех собирал на молитву, они приходили тут с утра молились и потом расходились по этим, к своим лавкам. Офигеть, это необычно, что здесь еще молельня была. А она везде бывает, ну, типа, ты не будешь до ближайшей мечети идти, чтобы молиться. А, они же часто молятся при этом? 5 раз в день. 5 раз в день, офигеть. На самом деле, если ты путник, а это определяется по расстоянию от дома, то есть если ты, грубо говоря, далеко от дома, то ты можешь молиться реже. Угу. Это часть города, типа Константинополь, да? Я как будто попал в Европу, в Питер. Архитектура максимально, даже запахи. Ну, вот уже поперли. Кафешки. Ну и вот типичная улица, какая-то вот здание, которое, наверное, нельзя снимать. Ну, какое-то выглядит как государственное какое-то здание. Почта. А, да? Тем более нельзя снимать. Почту снимать нельзя. Что за дворец? КПС? Топ-кафе. Топ-КП. Топ-КП. А чей дворец? Я не знаю, чей дворец. Кафе это ворота. А, дворец с воротами. Нормально. Это логично. А, это парк цветов, короче. А, парк цветов. А цветы я вижу. Такое мощное, красивое дерево, на самом деле. Не, парк классный. Ну, какой-то султан приказал его разбить. Кого, парк? Да, ну и разбили. Разбить в смысле сделать? Тамам. Вот, дошли до самого дворца. Очень интересная архитектура. Такая мозаика там. Только одна колонна. Но главное, что эта колонна римская. Тут есть даже какая-то инфа насчет этого. Ну, короче, готическая колонна. У нее прикол в том, что она из единого камня. Нифига себе. Она сделана из единого камня. Вот чем мы сюда пришли. Смотреть на камень. Нет, то, что они, конечно, сделали его из одного слитка, это достойно уважения. Особенно в ту эпоху. Мы во дворе султана, главный такой двор. Все заговоры проходили здесь. Вот здесь вот гарем. Вот, возможно, даже что пройдем, не знаю, там можно снимать, нет. Вот это я пока еще не понял, что. А вот здесь справа мы были. Ничего интересного, но по сути это просто кухни были.
Там всех отравляли, ну, в общем, все как всегда. Тяжела и неказиста была жизнь султаниста, султана, ну вы поняли. Не позавидую, честно говоря, но в целом интересно посетить, да. В общем, попали мы, оказывается, в хоромы. Жил здесь, короче. Здесь гостей принимал. Здание, оказывается, библиотека. Очень крутая. Опять же, снимать нигде черта нельзя. Может быть, найду фоточки в интернете. По-любому есть. И буду прикладывать, если буду в это помещение. Ну, снаружи, но очень простое. А внутри максимально такое человое. Надо прийти, взять книжечку и такой, типа, разречься в позе лотоса и почитать. Кайф. Сам бы там жил. Здание с реликвиями, оно, конечно, тоже бомбическое. Попадать туда что-то не хочется. Вот, зато мы прошли дальше, и сейчас тут будет, кажется, видок. С микромечеть, что ли. Султанская микромечеть. Нашел императорский магазин драгоценностей, и внезапно здесь сейчас тоже магазин драгоценностей. Ничего интересного, все очень дорого, все золотое, все драгоценное. В целом, общая картина мне очень нравится. Как жили короли, как жили короли. Ну или султаны. Даже не знаю, хотел бы я быть султаном. Ты бы хотел быть султаном? В общем, мечеть Софии и бывший храм, и, в общем, вы поняли. Но, в общем, главное, что мечеть раз, мечеть два, вот здесь вот еще одна. И самое главное, вот эта вот голубая, еще одна вот. Очень много мечетей, а я в центре. Тарам-парам-пам. О, смотри, какие кальяны. Вообще. Вот это да, вот это кальяны. А вообще мы в старом городе. Владел, причем херового качества. Да. Ты про дома или про кальяны? Кальян. Кальяны вообще достойные. На самом деле дома тоже новодел, как будто. О, найс. Там мечеть старая. Где? Еще одна мечеть, короче. Сейчас их будет полно. Ну, Истамбул. Трип на паромчике занимает где-то полчаса. Мы сейчас отправляемся домой, обратно в азиатский район. Вот. И здесь вот на кораблике есть даже бар, можно купить себе кофе, чай, сок. Еще мы свалили с той замечательной квартиры и переехали в отельчик, потому что мы нашли клопов. Смотрите, вот такие дома здесь нашел. Мы сейчас находимся в районе, в таком более жилом. Ну и блин, вот идешь и да в целом обычные спальные районы, как в любой вообще стране. Выбрались мы достаточно далеко от центра. Тут есть красивая мечеть. Такой вот у нас райончик. Ильдар сконнектил нас какой-то татарской тусовкой. Вот и нас просто водят сейчас по Турции и показывают какие-то места. Идем мы уже достаточно долго. Скоро чуть-чуть будет, потому что просто так нас в такую даль бы не потащили. Да, идем вообще вот к этому флагу. На любой вершине должен быть флаг. Я же говорил. Вот идем к флагу. Добрались до какого-то места. Здесь куча просто турка. Ну, не только.
Других национальностей уж хватает, конечно. Все нормально. Но главное же это что? Конечно же, это вид. Что я обожаю в Турции вот таких вот, не сказать, что прям туристических местах, а больше, где реально турки тусят. Здесь есть всякие забегаловки, кафешки, где все супер дешево, и таких цен не видел никогда и нигде. Если мы сейчас сказал 10 лир, сейчас посмотрим, конечно, какая будет порция, может быть, даже маленькая, но тем не менее, даже если это маленькая порция, 10 лир. Ой, скушал гюзлеме. Это самый вкусный гюзлеме, который я пробовал вообще в Турции за 10 лир. Вообще цена здесь не имеет значения. Я тут поузнавал, что это вообще система такая. Оказывается, здесь так социальные какие-то рестораны. Но здесь, по сути, готовят прям по традиции. Будете в Стамбуле, заезжайте сюда. Вот еще заглянул тут в локальную кафешку с десертами и так далее. В общем, да, и вот в этой кафешке, значит, попробовал, во-первых, какой-то десерт. А за десерт, за кофе и чай отдал 27 лир. Чтобы вы понимали, по стоимости один только туркиш кофе обычно, дай бог, если стоит 15 лир, а во многих местах он стоит 25 лир. А здесь за все получилось за 27 лир. И это очень вкусно, очень сытно.